Здравствуйте, друзья! Сегодня будем с вами говорить о молитве. Что это такое и для чего она нужна. Наблюдая такую картину. Молодая мамочка учит своего маленького ребеночка креститься. Она складывает ему пальчики правильно, учит его осенять себя крестным знаменем и потом кланяться. И вот ребенок с большим удовольствием все это делает, взрослый умиляется, говорит, вот он у нас молится. И ребенок растет с осознанием, что вот осенять себя крестом и кланяться – это и есть молитва. Ну ладно, когда так думает ребенок, но иногда и взрослые тоже так думают. Так что такое молитва? Молитва – это возношение своего ума и сердца к Богу. Это благоговейный разговор человека с Богом. Это излияние души человека Богу. Молитва, по сути, это внутреннее душевное делание. Это особое состояние молитвенное, настроение, благочестивые, благоговейные мысли, желания, чувствования, обращенные к Богу. Молитва может быть и без слов. Если человек только свое сердце и свой ум вознес к Богу, и там, только внутри самого себя беседует с Богом, а внешне это никак не проявляется, такая молитва называется умной или внутренней, или духовной, сердечной. В святоотеческой литературе такую молитву называют умным деланием. Потому что человек молится умом. При этом он может, скажем так, выполнять какую-то работу, заниматься рукоделием, наводить порядок, ковыряться в огороде, мыть посуду, готовить обед и так далее. То есть что-то он делает руками, а в уме и в сердце он собеседует с Богом в этот момент. Вот такая молитва сердечная, умная молитва. Если же собеседование с Богом сопровождается еще и внешними какими-то проявлениями, например, словами, то есть человек действительно произносит вслух, говорит что-то, да, и при этом он еще выполняет какие-нибудь действия, такие благоговейные, благочестивые какие-нибудь действия, то есть осеняет себя крестом, может стать на колени, воздеть руки, поднять глаза к небу, то есть он внешне, на него глядя, понятно, что человек молится. Вот такая молитва – это уже внешняя молитва. Внутренняя, сердечная и внешняя молитва взаимосвязаны, конечно же, между собой. И по большому счету, вот внутренняя молитва без внешней, она еще может быть. Но если только внешний человек молится, то есть он вроде бы читает молитвы, он осеняет себя крестным знаменем, совершает поклоны, но внутри, в его сердце нет вот этой благоговейной беседы с Богом, то это не молитва. Это просто вот такое внешнее делание и все. Но, собственно, самого разговора с Богом нет. Но еще кое-что. Если же человек молится только в своем сердце, всегда. А вот внешне это никак не проявляется, это тоже неправильно. Почему? Потому что мы с вами не ангелы. Мы не ангелы. У нас кроме души есть еще и тело. И нужно, чтобы и тело тоже было задействовано в молитве. Хорошо, когда ты занимаешься рукоделием, и ум свой вознес к Богу, и молишься, так сказать, в тишине своей собственной души, своего собственного сердца, собеседуешь с Богом. Хорошо, это да. Но все-таки должно быть в твоей жизни и такое, что ты оставляешь свои дела, идешь, встаешь на молитву, занимаешь определенную позу, то есть стоя ты молишься или на коленях ты молишься, читаешь ты по молитвослову или заученные молитвы, или своими словами, но ты именно читаешь, то есть участвует в молитве не только твоя душа, но и твое тело, потому что человек состоит и из души, и из тела. Важно, чтобы весь человек участвовал в собеседовании с Богом. Для чего же мы молимся?
Что нам дает молитва? Для чего это надо? Давайте, вот, чтобы стало понятно, мы просто на нашу грешную землю спустимся и разберем такой пример. Скажем, некий молодой человек окончил школу, поступил в институт. Ну или вуз, университет, неважно, в академию. И там он будет взаимодействовать и общаться с профессорско-преподавательским составом. Там будут кандидаты, там будут доктора наук. В общем, люди очень образованные, грамотные, прекрасные, замечательные люди. Полезно ли этому молодому человеку общение вот с этими умными, замечательными людьми? Безусловно, полезно. Потому что, общаясь с ними, он обогатит свой внутренний мир. С кем поведешься, того и наберешься, друзья мои. Поговорка, все это работает. Полезно ли нам общаться с людьми, которые профессионалы в своем деле? Например, прекрасно разбираются, скажем, в живописи или, скажем, в архитектуре. И они очень много могут рассказать прекрасного о картинах или о домах, архитектурных каких-то решениях. Полезно ли это нам? Ну, наверное, да. Мы что-то новое узнаем, внутренне обогатимся, да. То есть это полезно. Если же нам полезно общаться с такими же людьми, как мы, специалистами в своей области, для того, чтобы внутренне себя обогатить, то сколь полезно нам общаться с Богом. Ведь это же Творец Вселенной, сам Господь. Мне кажется, вот все вопросы о необходимости, о том, что нам дает молитва, все вопросы должны просто отпасть. Общение с Богом, безусловно, обогащает нашу жизнь и нас вообще обогащает. И я бы даже так сказал, что без общения с Богом никакой духовной жизни у человека быть не может. То есть без молитвы духовная жизнь невозможна. Некоторые могут мне возразить и сказать: ну а как же, вот, если человек, например, посещает театр, кино, приобщается к культуре, неужели у него нет никакой духовной жизни? Нет у него духовной жизни. У него есть богатая душевная жизнь. И здесь отдельный разговор о том, что такое душевное, что такое духовное, как это между собой соотносится, но это именно отдельный разговор.